Привет, друзья! Предлагаю приготовить вкусные, пышные и сочные беляши. Тесто готовится на кефире, очень быстро и без дрожжей. Не нужно ждать, когда тесто поднимется. Можно сразу же приступать к приготовлению. Так как тесто для беляшей делается очень быстро, делаю начинку, а это фарш говяжий. Для сочности кладу прокрученный на мелкое сито лук. Солю и перчу по вкусу, все перемешиваю. Оставляю мариноваться на 20-30 минут, накрыв тарелкой. В это время приступаю к готовке теста. В муку кладу соль, сахар и соду, все по чайной ложечке. Разбиваю одно яйцо в миску и наливаю туда же кефир комнатной температуры. И еще мне очень нравится добавление жирной сметаны или сливок в кефирное тесто. Беляши потом получаются очень нежными и вкусными. Замешиваю тесто силиконовой лопаточкой в начале, а затем добавляю в него сливочное масло. Можно его заменить растительным маслом. Тесто должно получиться в итоге мягким и не липнущим к рукам. У меня получился вот такой примерно консистенции тесто. Выкладываю сразу же тесто на стол и катаю его в колбаску. Затем делю на небольшие кусочки, весом примерно 60 грамм. Стол я мукой не присыпаю, тесто совершенно не липнет к рукам и с ним приятно работать. Делаю лепешку из небольшого шарика, прямо руками формирую плоскую лепешку. Посередине оставляю немного больше толщины, а по краям потоньше. Кладу посередине фарш, выравниваю поверхность ложкой и защипываю края по кругу, оставляя середину открытой. Получается вот такой формы беляш. Это классическая форма лепки беляшей с открытым фаршем. Можно, конечно, и полностью закрыть фарш тестом, но тогда это будут пирожки, что, впрочем, тоже вкусно. Но сегодня у меня будут настоящие беляши, вот с такой причудливой и оригинальной формой. Сразу же ставим глубокую сковороду, наливаем достаточно много масла. Обязательно масло нагреваем, проверяем, если идут пузырьки с палочки, значит можно уже жарить. Осторожно, не спеша, кладем фаршем вниз нашу заготовку. Сначала прожариваю одну сторону до золотистой корочки, переворачиваю и также жарю с другой стороны. Все это жарю на среднем огне. Накрывать крышку при жарке не нужно, хотя если у вас слишком сочная влажная начинка, то может масло стрелять, поэтому будьте осторожны и берегите себя, соблюдайте осторожность. Перед повторной обжаркой масло лучше очистить ситечком, тогда беляши у вас будут чистенькие и красивенькие. Вот так очень быстро я нажарила целую гору румяных, ароматнейших беляшей. Их лучше подавать в горячем виде, хотя и в остывшем они остаются мягкими и вкусными. Попробуйте приготовить по этому рецепту, и вы будете приятно удивлены. Удачи на кухне и готовьте с удовольствием. С вами была Наталья. Пока-пока!